Друзья, приглашаю еще вас, кого-то из вас, поделиться наблюдениями за прошедшую неделю. Вот, и сказать, как у вас дела были, какие планы на следующую неделю. Вячеслав, приглашаю. Попробую наладить. Ага. О. Да, я на прошлой неделе был во Вьетнаме, собственно, в стране языка. Вот вернулся позавчера. И немножко, конечно, у меня случился на этом фоне спад в моей языковой активности, потому что получалось в среде как-то, что ли, задирать людей, общаться везде, где только можно, пусть и на самом базовом уровне. Вот, это было очень полезно. И по счетчику я вечером, в том числе, когда забивал в Toggle результаты, в том числе у меня там есть такая активность, вроде разговоры с людьми вроде, не знаю, там, таксистов, продавцов и так далее. Вот. И там получалось до часа в некоторые дни, потому что очень много контактов, каких-то, пусть и маленьких, там, здрасте, до свидания, как прийти, там, сколько стоит, но довольно много. Например, пока едешь в такси, надо обсудить, что слишком холодно работает кондиционер, да, вот. И рассказать одну историю, что вот мы из России, поэтому не очень любим холод, потому что и так достаточно, там, и так далее. Вот, и это, конечно, как-то откатало какие-то готовые истории и так далее. Это было весело все, но вот сейчас закончилось, и надо будет думать, как как-то это компенсировать, в то же время не разориться на уроках. Вот так, такие успехи и такие, что ли, неуспехи немножко. Некоторый страх от этой новой перспективы, он есть, конечно, потому что когда началась стодневка-то там, это было легко и полезно и так далее. Сразу выучил слово, сегодня же его применил и так далее. Вот, а здесь и навалились сразу дела, которые откладывались на время отпуска, и тоже не очень, не так хорошо со средой вьетнамской, прямо скажем. Вот, такие дела. Ну и прям получалось вот это, как его, они тебя понимали, когда ты им все это рассказывал? Да, там бывает такая проблема, что вьетнамцы не всегда готовы, потому что ты расово отличаешься, они не всегда готовы понимать тебя на вьетнамском. Ты начинаешь что-то говорить, разумеется, с акцентом по-вьетнамски ты говоришь неизбежно. Это очень слышно потому, как сами вьетнамцы говорят. Вьетнамцы, которые даже хорошо говорят там по-русски, по-английски, они говорят всю жизнь с довольно заметным акцентом. Так же и мы. Мы не можем заговорить по-вьетнамски совсем без акцента, поэтому мы говорим с акцентом, а они от нас ожидают, что мы говорим, например, по-английски. И они пытаются понять с точки зрения английского языка там эти фразы, да, там, причем своего уровня английского, да, и на каком-то слове они понимают, что это не английский. Вот. Поэтому, да, бывают полные как бы срывы коммуникации, но это скорее меньшая часть. Вот. Поэтому это как бы хорошо. Но там есть свои хитрости, да, то есть есть какие-то фразы, которые от иностранцев, ожидают, типа там «спасибо» или «сколько», да, вот эти слова туристы и тем более там местные экспаты, они часто знают. Вот, поэтому вьетнамцы, особенно там в сфере обслуживания, конечно, они уже, привыкли это слышать. Поэтому если как-то в начале своей речи вставить там пару таких ключевых слов, то он понимает, что это твоя попытка что-то сказать по-вьетнамски, дальше уже тебя будут слушать с точки зрения именно вьетнамского языка. И еще очень интересная у них привычка, они когда слышат фразу на родном языке, они ее повторяют. Я вот с таким не сталкивался во многих языках. Например, болгары так не делают, осетины так не делают, да, то есть они услышали и говорят: «О, здорово, ты там говоришь на нашем языке», еще что-то. То есть они продолжают беседу. А вьетнамец, как правило, повторяет фразу, которую ты сказал, то есть он как будто
ты как будто на урок пришел, да, то есть ты говоришь там, вот там, что-то там, почем там манго, допустим, да, он такой сначала прищурился, такой, там, цуайба у него, да, то есть повторяет этот вопрос за тобой, как бы он его сказал, да, вот, и ты такой там за сущие копейки получаешь не только как бы свои фрукты, но и свою дозу практики. Вот. Ну, там тоже диалектное разнообразие, там, в общем, это, да, там свое непросто. И немножко я вот слушаю, ребят, там, испанский, польский, и немножко тоскую, конечно, что такой скорости тут не получается, и, ну, наверное, по объективным причинам, вот, что, да. Порой в Европе, порой ты слова и не знаешь, но услышал в контексте, там, по какому-то созвучию и так далее, понял. Там никаких созвучий, никаких там друзей ложных или истинных переводчика, ничего нет. Если ты знаешь слово, то знаешь, не знаешь, не знаешь. Причем слова очень короткие, похожи друг на друга, 6 тонов. Есть вообще амонимы, то есть зависит от того, в окружении каких слов слово использовано, то есть это, конечно, очень, ну, просто надо, наверное, как-то поменять, может быть, оценку, систему оценок, да, чтобы, констатируя, что успехи не очень большие, в то же время не расстраиваться на эту тему, да, то есть, небольшие и небольшие. Вот. Ну, ладно, все, не буду занимать. Спасибо, Вячеслав.